Сегодня на выставке в Минске. В Национальном художественном музее проходит выставка «Белорусская ваза». Минского фарфорового завода. Завод с большой историей был основан в 1870 году, но, к сожалению, уже закрылся. Проработал до 2009. И сейчас мы посмотрим архивы, которые сохранились. Это все образцы, которые, к счастью, уцелели, которые сохранили после закрытия завода. И вот сейчас поближе будем подходить и смотреть. Вазы Минского фарфорового завода очень самобытны, восхищают своим эффектным декором и уникальными формами. И это неудивительно. После реконструкции в 1951 году Минский изразцовый завод был преобразован в фарфорово-фаянсовый. У истоков стоял Николай Михалап, выдающийся художник-керамист. Он был профессиональным консультантом благодаря своему блестящему образованию. В 1905 году Николай Михалап поступил в частное Петербургское центральное училище технического рисования барона Штиглица. Кстати, это учебное заведение существует и в наши дни. Сегодня это Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Александра Людвиговича Штиглица. В дореволюционной России в училище Штиглица были самые опытные учителя, художники с академическим образованием и великолепные условия для работы. В училище Николай Михалап 4 года проучился на графика, но его захватила страсть к керамике, и еще 6 лет он проучился на керамиста. Николай Михалап с теплотой вспоминал годы учебы в Петербурге. Именно там он познакомился с Янкой Купалой в белорусском кружке студенческой молодежи. И именно там Михалап заинтересовался народным искусством, изучал орнаменты на изразцах и слуцких поясах. Он разыскивал их в собраниях императорской библиотеки. Интернета же не было. Жили же люди, ходили в библиотеки. Есть предположение, что на обложке сборника стихов «Вянок» Максима Богдановича орнаментальный мотив вытянанки мог быть рисунком молодого Николая Михалапа. Как керамист, Николай Михалап очень любил гамму приглушенных тонов. Предпочитал сплошное покрытие керамики, без белого фона. Его вазы выглядели более тяжелыми и напоминали произведения из дорогих материалов: нефрит, камень, лак. Вот ваза, картофель. Какая чудесная майолика! Находится в Национальном художественном музее, город Минск. Николай Прокофьевич Михалап очень ценил классику, рисунки на фаянсе Веджвуд. Посмотрите наше видео о яшмовом фарфоре от Веджвуд. Ссылка будет в описании. Наполеоновский египетский сервиз, декор венского фарфора. Скоро эксклюзивный репортаж с ярмарки с фарфором императорской венской фарфоровой мануфактуры XVIII-XIX веков на нашем канале. Вы нигде такого не увидите, так что подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Это вазы «Маскарад» авторства Николая Михалапа, 50-е годы XX века. На выставке представлено еще несколько ваз авторства Николая Михалапа, созданные на Минском фарфоровом заводе в 50-е годы XX века. Вот эта огромная, величественная ваза, греческая, фаянс, кобальт, золото, ручная роспись. А рядом
Ваза тоже греческая, 1959 года. Фаянс, пурпур, золото, ручная роспись. Ваза создана в соавторстве с Иваном Прохоровым, 1959 год. Обратите внимание, как художники используют классические орнаменты. Листья акантуса внизу сформированы в пальметту. Ваза для цветов. Какие василечки! Чудо! А вот эти две роскошные вазы, созданные в 1953-54 годах Иваном Прохоровым. Слева ваза, издалека вот эти перегородки золотом напоминают технику клуазане. Но это не она. Это ручная роспись, роскошная зеленая бирюза. Как жаль, что на Минской барахолочке такую вазу не найти. Это уже большая коллекционная редкость. А что можно найти на барахолочке «Поле чудес» в Минске, рассказываем и показываем в нашем видео. Ссылочка в описании. Какие потрясающие яркие павлины. Павлины, говоришь? Иван Прохоров, 1954 год. Вот как люди стремились к красоте. 50-е годы прошлого века. Большая величественная ваза – центральная композиция выставки. Валентин Кириленко, 1954 год. Ваза называется «40 лет советской власти». Ампирные ручки с колосьями ржи – это отсылка к гербу БССР. Как раз на горлышке вазы представлен герб. Ручки заканчиваются изображением подсолнуха. Это символ радости, солнца и процветания. Используется любимый орнамент на протяжении всех веков у всех художников по фарфору. Пальметта. Вверху над гербом в окружении листьев акантуса. В центральной части вазы, в медальоне, изображение главного проспекта Минска и надпись на белорусском языке. Партии слава, слава Радиме, слава Табе, белорусский народ. Партии слава, слава Родине, слава тебе, белорусский народ. Слова из гимна Белорусской Советской Социалистической Республики. На обратной стороне вазы в медальоне изображена колхозница с венком и снопом ржи, по-белорусски «жито». Нам кажется, что художник вдохновлялся известной скульптурой. Кто знает? Подскажите. Эта ваза – прославление труда в художественном течении соцреализм. Мы показывали статуэтки в стиле соцреализма в видео о фарфоровой фабрике «Полонная». Многие статуэтки от Полонного – коллекционная редкость и дорого стоят. В 1963 году на Минском фарфоровом заводе открыли экспериментально-художественную лабораторию. 60-е – это лаконичность, минимум декора, но при этом геометричные формы и яркие цвета. 60-е ни с чем не перепутать. В центре ваза с ручками Галина Исаевич, 1961 год. Справа «Рапсодия» Виктор Филимонов, 1963 год. Слева «Квадратная» Леонид Богданов, 1964 год. Смотрим на эти вазы, и сразу вспоминается аукцион статуэток Чмелув 60-х годов от аукционного дома Деса в Варшаве. Хотите сравнить стиль и цветовое решение? Ныряйте в описание, ссылочка там. Леонид Пономаренко, Леонид Богданов,
Маскарад, 1963 год. Здесь очень ярко, а ваза такая нежная, Акварельная. вот поэтому стараемся ее так хорошо показать. Вот такая симпатичная рыба. Может быть, это золотая рыбка, которая исполняет желание? На всякий случай загадайте. 70-е. Неизвестный художник. В 1982 году создана ваза, посвященная столетнему юбилею со дня рождения Якуба Колоса, классика белорусской литературы. Автор вазы Анна Литвиненко. Ваза красивая, большая. В центре в медальоне портрет Якуба Колоса. Вокруг красивый венок из бежево-охристых листьев и, конечно же, васильки, символ Беларуси. И еще вазы от Анны Литвиненко под общим названием «Красная». Красный цвет – символ энергии и жизненной силы. Красный считается главным цветом в палитре. Недаром с его названием связано понятие «красота». Ученые считают, что наши далекие предки именно красный цвет выделили первым в красочной палитре мира. А эти две вазы Анна Литвиненко создала в 1986 году и назвала их очень тепло «подружки». Одна высокая, стройная, Спортивная. а вторая милая, пухленькая. Хохотушка. И приятное глазу цветовое решение. Контрастный голубой с бежевым. А вы видите, что цветовое решение очень похоже на вазу, которую Анна Литвиненко посвятила классику белорусской литературы Якубу Колосу. Высокая ваза – это, конечно, цветок-василек, а пухленькая очень напоминает одуванчик, такой воздушный, летящий. А может быть, пионы? Не, одуванчики. Леонид Малышев и вазы, созданные в 1995 и 1996 годах. Это ручная роспись. Левая ваза – Виргиния, а вот эти красавицы кобальтовые. Слева лето, а справа зима. Белочку видите? А там еще и птицы есть. Рябину едят. Ага, в снежинках. А цвет кобальт назван в честь гнома. Почему? Смотрите наш шорт. Ваза элегантная. На красном крытье гирлянда из золотых роз. Ваза в форме амфоры создана в 1996 году Валерием Леонтовичем. Он более 30 лет руководил экспериментально-художественным отделом Минского фарфорового завода. Слуцкие мотивы. Авторы Михаил и Людмила Гатальские, 1993 год. Кобальт, золото, ручная роспись. Монументальная ваза, созданная в 2005 году, незадолго до закрытия завода. Ваза называется «60-летию Великой Победы». Автор Тарас Порожняк. Ваза посвящена 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Красный цвет, основной цвет, используемый в декоре вазы, это цвет радости, цвет победы. И посмотрите, какие эффектные ручки. Это же салюты Фейерверки. в честь победы. В медальоне художник изобразил женщину, которая радуется возвращению героев. С другой стороны вазы орден самый красивый, самый богатый, самый большой. Орден Советского Союза, Орден Победы. Орден Победы
изготовлен из платины. В украшении ордена использовались платина, золото, серебро, эмаль, 5 искусственных рубинов в лучах звезды и 174 мелких бриллианта. Награждались орденом Победы лица высшего командного состава, и всего было 17 кавалеров Ордена Победы. Орден номер 1 для маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Минский фарфоровый завод перестал существовать в 2009 году. Это здорово, что наследие талантливых художников сохранено. Спасибо Национальному художественному музею Республики Беларусь за выставку «Белорусская ваза». Выставка продлится до 1 марта. А какая ваза понравилась вам больше всего? Подписывайтесь на канал. Впереди у нас много интересных походов по барахолочкам, изучение истории антиквариата и скоро видео, эксклюзивное видео про фарфор 18-19 веков. До новых встреч! Пока! Увидимся!